Привет! В этом видео продолжим узнавать о оружии древних. А именно, расскажу, как древние люди изменили баланс сил на охоте. Почему разные виды людей начали враждовать. Как они друг друга нашли. Каким событиям привели их изыскания в способах добычи пропитания. Итак, погнали. Это оружие, которое могло хранить в себе силу. События происходили около 70 тысяч лет назад. Еще не было городов, царей, армий, земледелия, письменности. Люди жили небольшими группами, двигаясь за добычей, остерегаясь хищников, холода, голода и других людей. Мир того времени прост и жесток. Либо ты находишь, либо тебя. Где-то в этом древнем мире происходит одно важное событие в истории. Кто-то берет гибкую ветку, сгибает ее, натягивает между концами жилу, сухожилие или растительное волокно. В этот момент приходит осознание: дерево можно заставить запомнить силу руки. Так была раскрыта гениальность лука. Копье летит только с той силой, которую человек вложил в бросок. Атлатль усиливает руку рычагом. Лук делает нечто иное. Он накапливает энергию. Человек тянет тетиву назад. Дерево изгибается, внутри него создается напряжение. Когда пальцы отпускают тетиву, вся накопленная энергия переходит в стрелу. Стрела быстро и тихо срывается вперед. Археологи нашли следы возможного использования лука после микроскопического анализа каменных наконечников, предположили, что они могли быть частью стрел возрастом около 64-72 тысяч лет. Если предположения верны, то лук старше пирамид ориентировочно на 60 тысяч лет. И не только пирамид. Это открытие делает лук старше первых государств, земледелия, самой идеи цивилизации. Особенно важным делает это открытие то, что лук был не просто оружием. Это была первая технология, которая позволила человеку охотиться на большем расстоянии, быстрее, тише и точнее, чем раньше. С появлением лука стало не нужно подходить близко к зверю, не нужно вступать в смертельную схватку с добычей. Теперь можно спрятаться в траве, выждать момент, задержав дыхание, выпустить стрелу. С этого момента накопление силы перестало быть только в мышцах. Она стала в форме дерева, вскрывающейся в нем энергии при натяжении тетивы и в терпении человека. Пока еще и не задумывались о создании цивилизации, кто-то уже понял главное. Силу можно не только иметь, ее можно создать, сохранить и выпустить в нужный момент. Появление лука создало преимущество, которое оказывало влияние на судьбу человека. Представь мир, где рядом с нами жили не только наши предки. Тысячи лет назад Земля была населена разными видами людей. В Европе и Азии жили неандертальцы, в других регионах существовали денисовцы. А где-то рядом распространялся и человек разумный. Наши предки не были очевидными победителями. Неандертальцы были крепче, мощнее, лучше приспособлены к холоду. Их тела были словно созданы для сурового мира ледникового периода. Но у человека разумного было другое преимущество — умение создавать новые способы выживания. Одним из таких способов стал лук. Он давал мобильность за счет своей легкости и легкости стрел, увеличивал дистанцию на охоте, тем самым повышая шансы на успешный исход. А это еда, одежда, жилье, жизнь. Позволял защищать свои границы куда эффективнее копий. Лук менял устоявшиеся правила столкновения. Можно было атаковать из укрытия, из-за деревьев, с расстояния, быстро и почти бесшумно. Стрела не требовала такого мощного замаха, как копье или атлатль. Ее можно было выпустить внезапно, пока цель еще не поняла, откуда исходит угроза. Прямого доказательства, что именно лук стал причиной исчезновения неандертальцев, нет. История редко бывает такой простой. На исчезновение других видов людей могли повлиять и внешние факторы, такие как климат, болезни, смешение с человеком разумным,
И это далеко не весь перечень возможных причин. Сама идея дальнобойного оружия дает важный ключ. Если одна группа могла охотиться безопаснее, добывать больше еды, терять меньше людей и защищаться с дистанции, ее шансы на выживание резко росли. Давайте возьмем как пример две группы древних людей с разным стилем охоты. Одна, используя копье, и вынуждена подходить к добыче почти вплотную. Другая может ранить животное издалека и преследовать его, пока оно слабеет. Как вы думаете, у кого из них больше еды и шансов выжить? Именно так технологии меняют судьбу видов. Не одним героическим ударом, а маленьким преимуществом, которое повторяется снова и снова. Лук мог стать одним из таких преимуществ. Он не просто был эффективен на расстоянии, он уменьшал риск. А в древнем мире снижение риска означало больше шансов прожить еще один день, еще одну зиму, еще одно поколение. Возможно, человек разумный победил не потому, что был сильнее, а потому что научился держать опасность на расстоянии. К тому моменту, когда человек придумал лук, он уже многое умел. Копья помогали держать дистанцию. Атлатль сделал бросок сильнее. Все это работало на болотах или равнинах, ледниковый период заканчивался, потепление привело к появлению густых лесов, что затрудняло охоту древним людям. Помимо выявленного неудобства в габаритах, было и еще одно, не менее важное — вес. Взять с собой 2-3 десятка копий небольшому отряду кажется той еще задачей. А стрел можно было изготовить и носить сразу десятки. Древний мастер брал относительно прямую ветвь, выпрямлял ее над огнем, доводя до идеала. Крепил наконечник из кремня, обсидиана, кости, используя для крепления смолу или сухожилий животных. На противоположную часть от острия добавляли перья. Они помогали стабилизировать полет. При достаточном запасе человек мог стрелять снова и снова. Охота больше не выглядела как смертельный поединок 1 на 1. Она становилась расчетом. Некоторые антропологи считают, что именно это изменило правила выживания. Человек мог охотиться в одиночку, атаковать из засады, тратить меньше энергии, избегать рискованные столкновения. Тактика ведения боя изменилась. Мы получаем зверя, который даже не понимает, откуда пришла опасность. Только что все было спокойно. И вдруг удар. Потом еще один. И еще. Человек впервые получает возможность управлять дистанцией и временем боя. Стрела оказалась не просто уменьшенным копьем. Она стала моментом, когда скорость начала побеждать силу. История изготовления лука — это история о терпении, ошибках и скрытой силе. Обратимся к воображению. Утро 15-20 тысяч лет назад. Ночь была холодной. Костер почти догорел. Где-то неподалеку слышен треск веток. Возможно, олень. А может, кто-то опаснее. Кружит вокруг костра, исследуя запах человека. Молодой охотник смотрит на старика у огня. Тот уже несколько часов работает с куском дерева. Делает с ним что-то странное. Тщательно, почти как ремесленник. Потому как лук — это уже не просто оружие. Предмет, который требует понимания материала. С копьем все проще. Нашел прямую ветку, заточил, укрепил огнем и готово. С луком такой подход не работал. Немного ошибся, дерево сломалось. Поэтому древние мастера внимательно выбирали древесину. В Европе часто использовали тис, прочный и гибкий, ясень, надежный и упругий, вяз, устойчивый к нагрузке. В Африке и Азии были свои варианты. Акация. Найти дерево — только начало. Настоящая работа начиналась потом. Мастер внимательно осматривал ветвь, стараясь определить, где сучок, где древесина может треснуть при натяжении.
Иногда заготовку сушили неделями или даже месяцами, чтобы дерево не повело и не сломало при первом выстреле. Затем начиналась тонкая работа. Древесину постепенно снимали слой за слоем, выверяя каждое движение. Одна сторона лука должна была выдерживать сжатие, другая — растяжение. Хотя древние люди не знали физики, они понимали главное. Если ошибиться, оружие подведет в самый важный момент. После подготовки дерева приходило время тетивы. Ее делали из сухожилий животных, жил, растительных волокон, иногда тонких полос кожи. Тетива должна быть прочной, но не тяжелой. В ее изготовлении тоже были свои тонкости. Слишком слабая — порвется. Слишком толстая — не даст хорошую скорость стреле. После кропотливой работы лук готов. Мастер осторожно натягивает тетиву, впервые дерево изгибается, трещит, словно сопротивляется. Достигнув пика сопротивления, медленно отпускает. Если все сделано правильно, лук оживает. Если нет, ломается прямо в руках. Археологи нашли одни из древнейших, хорошо сохранившихся луков в болотах Северной Европы. Знаменитые луки из Хольмигарда, Дания, датируются 6-7 тысячами лет до нашей эры. Они показывают, насколько продуманной уже тогда была технология. И вот что удивительно. Человек сначала научился стрелять, а уже потом понял, насколько сложную машину он создал. Потому что древний лук — это не палка с веревкой. Это первый момент в истории, когда оружие потребовало настоящего мастерства еще до начала охоты. Продолжение следует.